Всем привет, с вами на связи Андрей Финаш на канал TestLab. И сегодня мы поговорим про такой момент, как влияние полировки фар на освещенность дороги. В прошлом своем видео касаемо поиска причины плохого света фар конкретно на вашем автомобиле, я этот момент не упомянул. Не упомянул почему? Потому что хотел дать наиболее полные данные и сделать это в отдельном видео. Вот поэтому сегодня, грубо говоря, будет эксперимент, который посвящен тому, насколько сильно влияет полировка фар на улучшение света. Суть моего эксперимента крайне проста. Мы берем фару, кто долгожители на канале знает, что это фара от Sportage, и она с разборки, то есть она валялась где-то на разборке, то есть фара не в идеальном состоянии. Плюс я с помощью 600-й шкурочки довел вот эту фару до того состояния, в котором я вижу фары у своих клиентов. И таким образом, вот в таком состоянии мы замерим освещенность данной фары, потом фару отполируем и замерим, соответственно, после. Потом сравним результаты и сделаем выводы. Фару я полировал вручную, и, в общем-то, делать гайд по поводу именно только полировки фары, я думаю, что особо смысла нет, потому что в интернете полно уже видеоинструкций, как это можно качественно и грамотно сделать. И вся суть полировки фар сводится только к тому, что вы берете набор наждачных бумаг и, повышая номер этой наждачной бумаги, перетираете риски, которые сделала предыдущая наждачная бумага. Рекомендуется при полировке фар начать где-то с 600-й, в особо плохих случаях, и в случаях чуть получше с 800-й наждачки, и потом каждым следующим номером перетирать риски от предыдущей. В моем случае в ход пошла 800-я шкурка, потом 1500, потом 2000 и 2500. Все это я, соответственно, перетирал, потратил на это примерно, наверное, где-то в районе часа времени. Делал это, в общем-то, наспех, потому что, когда я полирую фары клиентов, там я еще после 800 еще 1200 делаю, потом 1500, и потом только 1800. То есть там побольше набор шкурок, соответственно, занимает это все большее количество времени. Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос, падаю я бэк, Стас, ты просто космос, Стас, 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 Стас. И после того, как всеми вот этими наждачками фара была перетерта, в ход идет уже полировальная машина, в данном случае Interscol. В общем-то, рекомендую, правда, тяжеловато немного, с вот таким вот оранжевым полировальным кругом, он пожестче, и полировальной пастой 3M с зеленым колпачком. Уже все это дело перетирается, доводится до идеального состояния. Могу только посоветовать, что после вот такого круга, он достаточно жесткий, есть еще более мягкий круг, тоже поролоновый, но он уже серого цвета. Вот можно им еще пройти, так сказать, как финишную полировку сделать. Итак, вот фара у нас отполирована не идеально, но, повторюсь, я немного торопился, потому что это, в общем-то, делается ради эксперимента, и тратить на нее огромное количество времени мне не хотелось. Потому что вручную это действительно занимает достаточно много времени. Механически это можно сделать быстрее, но в данном случае я решил показать, как это делается вручную. Ну, теперь фару мы отполировали, и я, кстати, до полировки я, естественно, снял показания, то есть освещенность с помощью люксметра, побегал по этим 16 точкам, все это замерил. И давайте смотреть, что у нас было и что у нас стало. Итак, как у нас светила фара до полировки. И отмечу, что светотеневая граница такая размытенькая за счет того, что вот именно все вот эти неровности на пластике, они, естественно, разбивают свет, то есть препятствуют его прямолинейному прохождению через этот пластик. Итак, вот как светит уже отполированная фара.
Ну и мы видим, что визуально действительно фара стала светить ярче. Это видно прям невооруженным глазом. Видно, что яркость у нее поднялась значительно причем. Ну давайте посмотрим показания. Итак, как мы видим, в принципе, яркость увеличилась где-то на 70, 80, где-то 60, 50%. То есть, ребята, это максимальный вообще прирост, вот, максимальный способ улучшить свет, как я понимаю. Потому что все остальные, даже вот топовые лампочки, они давали там прирост от 10 до 30% максимум. По верхним точкам прирост составил где-то 66%, а по вот нижнему ряду точек составил 47%. Смотрите, то есть насколько это серьезная прибавка в свете. В общем и целом фара стала светить на 157% от неполированной фары. И что еще очень важный момент, который мне удалось отметить, вот на тех точках, которые отвечают за ослепление, там мы увидели снижение, наоборот, освещенности, несмотря на то, что фара стала светить ярче. То есть на дорогу света идет больше, в глаза встречным водителям меньше. Вот этот замечательный эффект от полировки, он тут явно виден и явно прослеживается. И даже если сравнить фотографии, то там видно, что у первой фотографии светотеневая граница гораздо более размытая, чем у второй. Также, ребята, в интернете я видел много мнений о том, что фара якобы после полировки желтеет. Сразу скажу, что если полировать с головой, если не стирать весь защитный лак, ничего с фарой не будет. Это уже проверено. Да, я не спорю, если стереть полностью защитный лак, полностью вот его весь стереть, полностью удалить и оставить такую фару, действительно она помутнеет. Но в таком случае можно просто где-то раз в год проходить фару 2500 шкуркой и опять же полировальным кругом и, собственно, придавать ей заново блеск и прозрачность. Итак, подведем некий итог. Улучшает ли полировка фар свет? Еще как, почти в 2 раза по многим параметрам, по многим точкам. Она действительно очень и очень хорошо поднимает свет и улучшает освещенность дороги. Вредит ли полировка фар? На мой взгляд, если это сделать правильно и грамотно, то есть не усердствовать с наждачкой там 600 и 800, то не вредит. Слушай, он ее точно не ебнет? Чего? Не должен. И потом вам всего лишь будет необходимо раз в год, соответственно, проходить полировальным кругом и 2500 шкуркой. И после такой полировки обновлять фары где-то раз в год 2500 шкуркой и полировальным кругом вполне допустимо, ничего с вашей фарой не случится. Ну, надеюсь, тему о влиянии полировки фар на свет вашего автомобиля в цифрах я более-менее раскрыл. Если у вас остались какие-то вопросы, то, безусловно, пишите их в комментарии, я их все читаю. Если у вас какие-то мысли по поводу снятия новых сюжетов, то, пожалуйста, тоже пишите их в комментарии, я тоже это все отслеживаю. И если эта информация была вам полезна, ставьте лайк. Если была бесполезна, либо вы считаете, что все должно быть по-другому, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео! Ты просто космос, Стас.